Российские спецслужбы запустили механизм глобальной охоты. Через каналы Интерпола отправлен запрос на немедленный арест и экстрадицию одного из самых опасных и влиятельных людей теневого мира. Его имя – Мераб Джандвиладзе. В криминальных сводках он известен как Мераб Сухумский. Он не просто бандит из 90-х. Это человек, чьи телефонные разговоры годами прослушивали спецслужбы Италии и Франции. Человек, которого называют главным архитектором убийств легендарных патриархов русской мафии – Япончика и деда Хасана. Пока другие авторитеты гибли под пулями киллеров или гнили в тюрьмах особого режима, Мераб выстроил транснациональный европейский синдикат и долгие годы оставался неуязвимым. Но почему государственная машина Российской Федерации решила окончательно добить его именно сейчас? Зачем силовикам понадобился человек, который уже много лет не пересекал границу России? Сегодня мы вскроем досье кутаисского криминального клана. Вы узнаете, о чем Мераб говорил на тайных сходках в Италии, как европейская полиция сорвала план глобальной вендетты и как статья 210.1 Уголовного кодекса навсегда закрыла для мафии дорогу домой. Это Crime Time.ru. Мы начинаем. Чтобы понять, почему Мераб стал врагом номер один, нужно вернуться в середину 2000-х. Российская организованная преступность в это время превратилась в глобальную финансовую корпорацию. Ее бюджеты делили два основных полюса силы. Первый – клан Аслана Усаяна. Второй – кутаисский клан, во главе которого стоял влиятельный Тариэл Аниани, известный как Таро. Если Таро был мозгом и финансистом этой корпорации, то Мераб Сухумский стал ее мечом. Он был абсолютным фанатиком воровской идеи, человеком, отвечавшим за силовое крыло и логистику боевиков. Долгие годы кланы соблюдали хрупкий паритет, но к 2008 году баланс рухнул. Причиной стали гигантские, неконтролируемые финансовые потоки, которые хлынули в экономику России. На кону стояли миллиарды долларов, выделенные на подготовку к Олимпийским играм в Сочи, исторической вотчине Хасана. Кутаисский клан, чувствуя свою силу, потребовал пересмотра долей в главном воровском общаке. Дед Хасан ответил категорическим отказом и запустил процесс массовой раскоронации сторонников Аниани. В 2009 году происходит ключевое событие. Российские силовики арестовывают Тариэла Аниани в Москве по обвинению в похищении человека. Суд отправляет главу клана в тюрьму на 10 лет. Дед Хасан торжествовал. Он был уверен, что, обезглавив кутаисский клан, он выиграл войну. Это была его фатальная ошибка. Оказавшись за решеткой, Таро передал полное оперативное управление синдикатом в руки Мераба Джандвиладзе. И Мераб перевел эту войну на новый уровень – уровень профессионального террора. Понимая, что оставаться в России значит стать следующей мишенью киллеров Хасана, Мераб переносит свою штаб-квартиру в Европу. Он оседает в Италии и Франции, выстраивая вокруг себя неприступный контур безопасности. Находясь за тысячи километров от Москвы, он начинает методичную зачистку своих врагов. Первый удар потряс весь криминальный мир. 28 июля 2009 года. Москва. Из элитного ресторана «Тайский слон» выходит легендарный Вячеслав Иваньков, он же Япончик. Человек, который в конфликте кланов публично встал на сторону деда Хасана. Снайпер, прятавшийся в кузове припаркованной «Газели», производит один выстрел из армейской винтовки. Пуля пробивает живот Япончика насквозь. Спустя несколько месяцев он умирает в больнице. В оперативных сводках МВД главным подозреваемым в организации этого покушения называют людей Мераба Сухумского. Но это была лишь прелюдия. 16 января 2013 года. Сценарий повторяется с пугающей точностью. Из ресторана «Каретный двор» на Поварской улице выходит 75-летний Аслан Усаян, дед Хасан. Киллер, вооруженный уникальным бесшумным автоматом «Вал», стреляет с лестничной клетки здания напротив. Хасан убит на месте. Две иконы российской мафии были ликвидированы профессиональными диверсионными методами. Следователи проанализировали биллинги и финансовые проводки. Все нити вели в Европу. Клан деда Хасана был обезглавлен и деморализован. Мераб Сухумский де-факто выиграл Великую криминальную войну, отомстив за посаженного в тюрьму Тариэла Аниани.
Ему казалось, что он недосягаем. Но он не знал, что за каждым его шагом уже давно следят не российские оперативники, а европейские спецслужбы. Итальянская полиция в сотрудничестве с Европолом давно обратила внимание на масштабные инвестиции русскоязычных бизнесменов в недвижимость на побережье Средиземного моря. Началась глобальная секретная операция. За Мирабом и его окружением была установлена тотальная электронная слежка. Итальянцы слушали все. Полиция задокументировала десятки тайных сходок, которые Мираб проводил в роскошных отелях Италии. На этих встречах решались вопросы контроля над европейским транзитом, распределялись миллионы евро и выносились смертные приговоры. Во время одного из перехватов итальянская полиция зафиксировала прямую цитату Мираба, обсуждающего остатки клана Хасана. «Мы всех их аннулируем. Никого не оставим». Осознав, что готовится новая серия заказных убийств по всей Европе, Европол принимает решение бить на упреждение. В июне 2013 года полиция проводит синхронные рейды сразу в нескольких странах Европы. Задержаны десятки высших авторитетов. Самого Мираба Сухумского спецназ арестовывает в Будапеште, в Венгрии. У него находят поддельные паспорта и схемы легализации капиталов. Венгрия экстрадирует босса мафии в Италию. Там суд приговаривает его к 4 годам и 8 месяцам тюремного заключения за создание транснационального преступного сообщества и отмывание денег. Казалось, империя уничтожена. Отсидев часть срока, Мираб был переведен под домашний арест с электронным браслетом. Но европейская система оказалась слишком мягкой для человека такого уровня. Обладая колоссальным финансовым ресурсом, Мираб просто избавляется от браслета и бесследно исчезает из Италии. Европейское правосудие осталось ни с чем. Но вернуться в Россию он больше не мог. В 2019 году правила игры в России изменились навсегда. В Уголовном кодексе появляется новая, беспрецедентная статья 210.1. Занятие высшего положения в преступной иерархии. Государство создало идеальный капкан. Следователям больше не нужно было доказывать причастность авторитета к конкретным убийствам или рэкету. Само наличие статуса вора в законе стало преступлением, за которое автоматически давали от 8 до 15 лет строгого режима. Для Мираба, который всю жизнь бравировал своим статусом и был идеологом воровского хода, пересечение российской границы означало гарантированный билет в тюрьму особого режима до конца жизни. Российские следователи начали заочно штамповать уголовные дела на всех боссов, находящихся за рубежом, лишая их даже теоретической возможности вернуться на родину и взять под контроль финансовые потоки. Старая элита была полностью изолирована от кормовой базы. Скрываясь от Европола и понимая, что в Россию пути нет, Мираб и остатки его клана оседают в новых геополитических гаванях – Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Стамбул и Дубай превратились в новые мировые столицы криминала, где за наличные доллары и инвестиции в недвижимость можно купить негласный иммунитет от экстрадиции. Именно оттуда, из шикарных отелей на берегу Босфора, Мираб пытался дистанционно управлять тем, что осталось от его некогда могущественного синдиката. Но Москва не собиралась оставлять его в покое. Итак, мы подходим к главному вопросу. Зачем в 2026 году Россия инициировала международный розыск и запросила красный циркуляр Интерпола на Мираба Сухумского? Ведь его влияние внутри страны давно сведено к минимуму. Ответ кроется не в самом Мирабе. Ответ в сигнале, который подает государственная машина. Мираб Джангвеладзе — это последний из могикан. Последний живой архитектор великих криминальных войн нулевых. Выписав международный ордер, силовики демонстрируют всему теневому миру два жестких правила. Первое. Срок давности не имеет значения. Государство ничего не забыло и не простило ликвидацию системных авторитетов в центре Москвы. Второе.
Спрятаться за границей больше не получится. Наличие зарубежного паспорта и счетов в Эмиратах не спасет от экстрадиции, когда включится высшая политическая воля. Этот ордер не просто попытка посадить стареющего мафиози в тюрьму. Это официальная эпитафия кутаисскому клану. Эпоха транснациональных воровских синдикатов, которые делили бюджеты стран и нанимали снайперов, закончена. На их место пришли другие люди. Люди в строгих костюмах, которые решают вопросы не на тайных сходках в Италии, а в тихих кабинетах министерств. И им больше не нужны конкуренты из 90-х. А как считаете вы, смогут ли российские спецслужбы добиться выдачи Мераба из-за рубежа, или он уже давно купил себе пожизненный иммунитет в Турции и Объединенные Арабские Эмираты? Пишите свои мысли в комментариях. Ставьте лайк, если вам нравится глубокая аналитика, подписывайтесь на CrimeTime.ru и жмите колокольчик. Берегите себя. Дальше только жесткая правда. До скорого!